Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Красивые картинки из Instagram диктуют нам определенные тренды. Как мы должны выполнять маникюр, насколько чисто, глубоко, как делать покрытие под кутикулу. Каждый мастер смотрит на эти картинки и стремится к такому результату. В видео я покажу, как сделать чистый карман под кутикулой, как из картинок в Instagram. Будет очень полезно. Не забывайте подписываться на канал, ставьте пальчик вверх. Поехали! Я подобрала модель с такими ногтями и пальчиками, которые выгодно было бы показать в своем профиле Instagram. Длинная ногтевая пластина, хорошая форма, красивые пальцы, хорошая кожа. Все это в совокупности даст нам красивый эффект на фотографии. Чтобы ваше будущее покрытие, выравнивание легло ровно, без бугров, необходимо выполнить аккуратное снятие гель-лака. Для этого я буду использовать твердосплавную фрезу с зеленой насечкой. Убираю не только цветное покрытие, но и часть базы, чтобы по итогу ногти не казались объемными. Не стоит пугаться, белесая на ногтевой пластине – это предыдущая молочная база. Убираю отслойки гель-лака. Выполняю подсекающие движения под отслойкой. Выполняю этап выглаживания, совершаю движение насадкой справа налево. Таким образом поверхность становится ровной, без бугров. Не совершайте коротких прерывистых движений. Для чистого кармана нам, конечно, нужно раскрыть этот самый карман при помощи апельсиновой палочки или пушера. Круглой стороной пушера отталкиваю кутикулу и прямоугольной счищаю птырьги с ногтевой пластины, чтобы мне меньше было работать аппаратом. А чем меньше мы работаем аппаратом, тем меньше вероятность оставить пропилы. Оттягивайте кутикулу, чтобы видеть кармашек. Важный еще момент, как понять, есть карман у клиента или нет. Мы с вами смотрим на белую лунулу. Если она очень широкая, это говорит о том, что нет глубокого подкутикульного кармана. И наоборот, если луночка маленькая, то скорее всего он глубокий. Это не всегда закономерность, в любых ситуациях есть исключения. Бывает такое, что, например, вообще нету луночки, не видно. Здесь нужно оценить пушером глубину кармана. Для того, чтобы видеть обрабатываемую поверхность под кутикулой, нужно правильно выставить настольное освещение. Ставлю лампу таким образом, чтобы свет попадал под кутикулу, а не был за ней. Так как было много отслоек, поверхность ногтя я матирую при помощи мягкой стороны пилки, убираю оставшиеся островки базы. Важно не оставлять отслойки от предыдущего гель-лака, так как потом, если вы покроете снова гель-лаком, он отслоится повторно. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться к обучению и получить доступ к базе знаний Школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов для начинающих и опытных мастеров по цене одного с получением сертификата. Теперь они доступны по всему миру. Для подробной информации переходите по ссылке в описании. Во время работы у меня всегда на пальчике надета щетка для того, чтобы убирать пыль и видеть чистоту под кутикулой. Для зачистки птырьги я использую алмазную насадку пламя с красной насечкой. В положении форвард выставляю скорость около 20 тысяч оборотов и иду небольшими движениями справа налево. Важно хорошо оттягивать кутикулу, приподнимать пальчик, чтобы туда попадал свет, и смотреть, все ли чисто. Когда результат вас устроит, тогда можно переходить только к следующему ногтю. Регулярно убираю пыль щеткой, чтобы понимать, остался ли птырьги на ногтевой пластине. Во время обработки левого синуса пальчик кладу на бок, чтобы насадка работала по коже. Но излишней щеткой также не работаю. У многих мастеров это просто движение-паразит, где после каждых 2-3 движений фрезой следует несколько движений щеткой. Эту же насадку убираю оставшийся цвет на ногтевой пластине. Первым проходом насадки отделяю кутикулу от ногтевой пластины, а вторым проходом прижимаю насадку к верху кутикулы для того, чтобы ее зашлифовать. Чувствуете, что насадка уже не такая эффективная, забилась, тогда прочисти ее обав. Обработала все 10 левых сторон. Переключаю направление вращения, та же скорость, обрабатываем правую сторону. Важен этап выглаживания кутикулы, когда я ее оттягиваю и плоскостью насадки раскрываю.
При обработке правого синуса также пальчик поворачиваю на бок. Если палец опустить вниз, то мы можем увидеть тень от кутикулы. Наоборот, приподнимаю, хорошо оттягиваю и продолжаю работу в таком положении. Вижу на валике указательного пальца большую трещину. Кончиком насадки раскрываю, а широкой частью шлифую, так, чтобы ее не осталось. Любые трещины всегда эффективнее шлифовать, а не срезать. На большом середине склейка кожи на ногтевую пластину. Если случайным образом не заметить, оставить так, то не получится чистый маникюр и покрытие 100% затечет. Поскольку кутикула моей модели не сильно стелется на ногтевую пластину, я могу на данном этапе выполнить опил форм. Нахожу короткий ноготок и начинаю опил с него. Сделаем более четкий квадрат. Для того, чтобы правильно, точно сравнить длину, можем воспользоваться циркулем, ведь не всегда каждый мастер может увидеть длину правильно на глаз. Раскрываю, измеряю расстояние от кутикулы до свободного края. И теперь такое расстояние у меня должно быть на всех ноготках. Везде одинаковая длина. Если ноготь шире, то допускается увеличение свободного края на 0,5-1 мм. Это такой полезный лайфхак для новичков, чтобы сравнить длину. Мизинец должен быть немного короче на 1 мм, а большой, в свою очередь, наоборот длиннее. Для того, чтобы убедиться, правильно ли вы опилили форму, отверните руку клиента от себя и посмотрите на симметричность углов, не приподнимается ли один выше другого. Подписывайтесь на мой инстаграм, там вас ждет еще больше полезной информации. Для выполнения среза использую ножницы, твизеры, нижнее полотно завожу под кутикулу, а верхний закрываю. Иду небольшими шажками по 2 мм, изгиб ножниц повторяет изгиб кутикулы, поворачиваю палец навстречу срезу. И мой любимый момент, специально не срезал кутикулу до конца, а теперь остается ее только буквально одним движением убрать. Ставьте пальчик вверх, если вам также нравится и этот процесс. Те заусенцы, что побольше, срезаю, а совсем маленькие заусенчики будем шлифовать насадкой. Добрались мы с вами до того самого секрета чистого кармана под кутикулой. Это шлифовка по ремуверу. Важно, чтобы ремувер был мягкий, не агрессивно щелочной. Сейчас мы нанесем его на кожу и при помощи алмазной насадки доработаем все до красоты, так как выглядит в инстаграм. На данном этапе маникюр выглядит не так залипательно, видна оставшаяся пыль в пазухах, поэтому я наношу средство для размягчения кутикулы себе на перчаточку. И теперь при помощи палочки выкладываю на кутикулу, забиваю под нее в синусы, в пазухи. Кистью из флакона материал не наношу, потому что это не гигиенично каждому клиенту кисточкой из флакона наносить ремувер. Благодаря ремуверу еще некоторые частички кожи отшелушиваются и происходит полирование кожи. Выставляю обороты 5-7 тысяч. В положении форвард прорабатываю левые синусы и боковые пазухи, а в положении реверс правые стороны. Ремувер необходимо нейтрализовать при помощи воды. Обезжириваю ногтевую пластину. Так выглядит результат под макро. Конечно, наши клиенты не ходят с макролинзами и не осматривают так тщательно маникюр. Такой метод актуален для создания вашего портфолио, когда вы хотите показать все в мелких деталях. Маникюр мы делаем с умом. Глубже, чем нужно, мы никогда не лезем, не выполняем маникюр под самый локоть. Делаем все в пределах разумного. Так как предыдущее покрытие держалось плохо с отслойками, наношу праймер на всю ногтевую пластину. Поскольку архитектура натуральных ногтей у моей модели хорошая, здесь не требуется объемное выравнивание, буду использовать базу, которая средняя либо жидкая по консистенции. Промазываю всю ногтевую пластину в 3 движения. Набираем каплю, ставим наивысшую точку, протягиваем. Можно помочь себе кистью из флакона, либо дополнительной тонкой. Несколько движений по бокам, и моя база сама разровнялась. Без переворота руки отправляю на просушку.
Перед цветным покрытием, пушером, отталкиваю кутикулу, создавая карман. Это необходимо для глубокой прокраски. Прокрашивать под кутикулу можно несколькими способами: кистью из флакона, плоской кистью или тонкой. Выбирайте тот метод, который удобнее вам. Цвет наношу сразу на 4 ногтя, потому что он уже не должен затекать. Так просто получается быстрее. Покрываю топом без липкого слоя в средний слой. Если видите, что блик не очень ровный, переверните руку. Дайте топу саморазровняться. Отправляю в лампу на просушку. Для большей четкости подпиливаю торцы мягкой стороной пилки. Для создания дизайна нам потребуется акриловая пудра. Густой гель смешиваю с основным цветом, добавляю немного белого, чтобы оттенок отличался. Делаю такой самозамес из густого материала, потому что если рисовать обычным гель-лаком, он может сколоться. Сначала делаем черточки с одной стороны, симметрично с равным отступом от середины со второй стороны, параллельные черточки. Такие пунктирные линии получаются. Важно не очень тонко их рисовать, а в средний слой. А теперь делаем скошенную линию. Помню, как раньше в школьной тетрадке мы рисовали на полях подобные косички. Ставьте пальчик вверх, если у вас тоже было такое. Теперь сбоку веду тонкую линию, сначала очень тонко, просто намечая, и затем ее немного утолщаю. Посыпаю очень щедро акриловой пудрой со всех сторон. Жду несколько секунд, чтобы пудра впиталась в дизайн. Благодаря пудре он будет выглядеть более таким уютным, как будто бы действительно махровым. Излишки стряхиваем обратно в баночку и отправляем на просушку. Просушить нужно хорошо, около 2 минут. После окончательной просушки жесткой щеткой убираем излишки пудры. Давайте подведем итоги. Не все наши клиенты такие перфекционисты, придирчивые, будут рассматривать свой маникюр под макролинзой, поэтому чаще всего такой чистый карман под кутикулу мы выполняем для рекламы своих услуг, чтобы привлечь клиентов, выставляем их в свой профиль в Instagram как красивые фотографии и картинки. Понравилось видео? Тогда поддержите, поставьте пальчик вверх, пишите в комментариях, что об этом думаете вы. Желаю всем чистых маникюров, успехов, пока-пока!